Итак, для того, чтобы создать хвост, для того, чтобы сохранить длину максимально, я не буду поднимать волосы вот в таком вот формате, да, иначе у меня длина вот такая будет. Я буду фрагментально поднимать вверх и оставлять низ. Как я это буду делать? Вначале я выделю ту зону, из которой я буду что-либо проплетать. Я вот выделю треугольничек вот в таком вот формате, для того, чтобы проплести здесь какую-то плетяшечку сделать. Ну вот прям мне хочется. То есть сейчас вы делаете разделение для кос. Рокерский хвост, знаете, вот я посмотрела тренды этого года. Он характеризуется какими-то жгутами, плетениями, какими-то интересными узорами из этих плетений, какими-то цепочками. Ну вот у нас у Наташи очень классные, здоровские такие серьги, поэтому мы уже не будем крепить никакие цепочки. А вы можете, допустим, своим клиентам или себе цепочки еще внедрять в прическу. Это было бы ну прям супер-супер. Смотрите, делаю 3 таких треугольничка для того, чтобы затем их проплетать. Смотрю, чтобы это было симметрично с 2 сторон. И фиксирую их временными зажимами, чтобы они у меня не мешались в работе. Вот в таком вот формате. Да, Ксюш, давай покажем. Вот смотрите, девочки, вот 1 треугольник от серединки бровки подняла и 2 еще дополнительных по бокам, примерно одинаковых по своему объему. И теперь я вот эти волосы разделяю на хвосты. Для того, чтобы у меня сохранилась максимальная длина моих волос, волос моего клиента, я сделаю разделение вот прям от шеи. Выделю те волосы, которые пойдут в верхний хвост. Вот смотрите, в таком формате. Глубокое, глубокое такое вот деление, начиная с затылочной зоны. Вот в таком вот формате. Волосы низа, вот сейчас я еще буду выделять, чтобы тут погуще был хвостик. Вот прям вот так, вот так. Вот так, еще тоньше хочется прям. Для того, чтобы только боковые части у меня ушли в верхний хвост. Вот здесь у меня, чтобы осталось очень много волос, которые будут давать саму длину. Волосы верха, вот смотрите, разделение какое, Ксюш, видно в кадре? Вот, прям с шеи у меня уходит вверх уголочком. И точно так же с другой стороны. Вот так видно, да? Вот так. Теперь волосы вот этого хвоста, как бы верхнего, я зачесываю в хвост. И уже затем вы, кстати, можете его не накручивать. Это может быть абсолютно прямой волос. Если это вы себе делаете в повседневной прическе, то не обязательно его накручивать что-то. Уже красиво. Уже красиво. Смотрите, вот Ксюш сейчас посмотрит, и я уверена, она себе сделает такой хвостик. Ксюш, смотри, как классно. Да, я запоминаю. Ксюша говорит, запоминает. Сейчас модель отпустим, я себе Так, Ксюша говорит, сейчас модель отпустим, будем себе делать. Смотрите, как классно. У вас вот эта зона вообще непонятно откуда. Она соединяется с хвостом. Получается, как длинный-длинный хвост. Видите, сбоку не видно. Ксюша мне показывает, чего делать. Видите, вот эта зона, она соединяется с хвостом, и ее вообще не видно. Это шикарный вариант высокого хвоста, ну, на каждый день. Очень легко, очень быстро. Теперь мы убираем пушковые волосы. Я использую солевой спрей, чтобы это делать. Вот в таком вот формате. Не хочу использовать сейчас какой-то сверхстайлинг, который мне склеит волосы. Вот так вот. Убираю все пушковые волоски. Пишет, очень круто объясняете. Все прям понятно. Спасибо. Очень классно, согласна. Очень хорошо, что вам нравится. Я очень рада. Знаете, если будете себе делать такой хвостик, отметьте меня, пожалуйста. Мне будет, ну, прям очень приятно. Вот этот тоненький я, наверное, заколю невидимкой. Он какой-то такой непослушный.
Он короткий просто, поэтому убегает. Да, я вот зафиксирую его положение. Вот этот именно коротенький коротыш. И с другой стороны точно так же. Ну, кстати, если вы делаете себе повседневный такой хвостик, и это вы делаете себе самостоятельно, можно вот это вот все не делать. То есть, когда ты делаешь себе, это все должно быть максимально просто, потому что тогда у вас будет вообще пропадать желание себе делать какие-то прически. Спасибо, что стараетесь для нас. Написали: Ксюша красотка, надо в модель. Ксюша красотка, согласна. Смотрите, теперь я начинаю прорабатывать. Так как я делаю, да, как мастер, я могу еще добавить какой-то текстуры, добавить какого-то объема. Кстати, если вы себе делаете самостоятельно и хотите все-таки, чтобы была текстура, можно полностью все волосы вначале прокрутить, неважно, на плойку 25 мм, на утюжок, все волосы по контуру, а затем собирать хвост и вот так взъерошивать. Очень прикольно будет. Ну, так как я мастер, да, Ксюш, я могу постараться и прорабатывать поэтапно. Смотрите, я поднимаю часть горизонтальным пробором. Небольшой начес, можно этот начес создавать на прикорневую пудру, ну вот чтобы он такой был классный. Пудра прикорневая вот такая вот у нас, которая распыляет. И создаем начес. По пудре это прям очень легко. Даже если вот вы не умеете создавать начес, вот не получается, пудра легко вам облегчает эти все процессы, то есть она впитывает всю влагу с волос, и все очень легко формируется. Наша модель зашла, которая была вчера. Здорово! Ой, мне написали, что так понравилась эта текстура, и у меня спрашивали даже утром, могу ли я сделать сегодня такую текстуру. Оказывается, это очень прикольная, востребованная такая вот линия. Я вам рекомендую своим клиентам предлагать. И прокручиваю. Недавно подписалась, спасибо, вы очень вдохновляете, узнаю много полезного. Ой, здорово, отлично, я очень рада, что узнаете полезное. Я сейчас вот планирую дальше проводить прямые эфиры. Смотрите, накрутила в разные стороны, видите, то в одну, то в другую с недокрутом, кончики у меня не докручены. И теперь я их взъерошиваю, я вилочкой прочесываю вот в таком вот формате. И знаете, такой ленивый вариант. Я приподнимаю в зоне начеса вот так вот и наношу лак на кончики. Сейчас я использую лак сразу уже для того, чтобы фиксировать форму. Смотрите, как у меня раздувается. Помните, какие у нас тонкие кончики здесь были? Ксюшик говорит, красота. То есть очень классно можно создавать объемы, независимо от того, какой объем волос у вас или у вашего клиента. Дальше поднимаемся следующим пробором. Руслана написала: здравствуйте, очень рада снова вас видеть. Ой, здорово, Руслана, я тоже очень рада, что вы к нам присоединились. Мы сейчас делаем рокерский хвостик, хотя сейчас это не похоже на рокерский хвостик, но я обещаю, он будет рокерским. Начес. Ксюш, еще ж не похоже, да, на рокерский хвостик? Кстати, очень классно было бы вообще прямым оставить. Вообще здорово было бы, очень стильно. То есть, если вам, допустим, для фотосессий надо вашим клиентам, вы можете и прямые волосы оставлять. Очень здорово. Или петельку делать только одну, допустим, одну петельку сделали и оставили. Вообще будет клево. Вот смотрите, я вот этот ряд вот так вот сделаю. Смотрите, одну петельку делаем, буквально, вот чтобы один такой завиток остался, и оставляем волосы. Вообще не бойтесь фантазировать, в прическах нет законов, ну, нет такого, что вот кто-то придумал, и все обязаны это повторять. Чем больше вы проявляете свою фантазию в прическах, тем круче это все выглядит. И я, в принципе, когда начала развиваться активно, я именно вот в таком формате и прорвалась, скажем так. То есть я не побоялась фантазировать, не побоялась делать так, как не делает никто. Смотрите, как клево. Ксюш, как тебе больше нравится? Такие прямые палочки, да, получаются? Очень прикольно, очень стильно, да. Причем из какого-то хвоста мы даже жгутик заплетем с вами. Написала Евгения: девочки, добрый день, подскажите, эфир сохранится, не могу посмотреть, я на работе.
Эфир обязательно мы сохраним, я все эфиры сохраняю. Единственное, что ну, не всегда технически как-то бывает выгружает. Мы планируем выгрузить, а как это произойдет, Инстаграм бывает нас удивляет, да, Ксюша? Да. Борисова Татьяна написала: с удовольствием слежу за вами, много полезного узнала. Ой, Танечка, спасибо большое, Борисова Таня. Мне очень приятно, что вы для себя узнаете что-то новое. Это вообще здорово. Я вот сегодня обсуждала с мужем историю, что я, ну, вот такой длинный ролик выставила. Я вот вспоминала, как я там 22 года, ну, да, будем говорить больше 20 лет, не будем говорить 20, когда я вот искала, как делать, что делать, и нигде не могла найти. Я не знаю, я бы смотрела залпом просто, ну, вот такую информацию, потому что так много всего я там рассказываю, что никто, ну, сейчас даже этого не рассказывает, потому что боятся делиться информацией, даже за деньги. Вот я вам скажу, я слежу за разными мастерами. Ксюша, у меня все равно все будет падать, не переживай. Я слежу за разными мастерами, как они преподают, и ко мне девочки, которые приходят с других курсов, рассказывают, ну, мне очень интересно. Я не буду называть имена, я очень не люблю там вот такие всякие штуки, о ком-то говорить плохо. Я уважаю коллег, но вот я вам просто скажу, что не все рассказывают секреты свои. И было время и у меня, что я не рассказывала, ну так скажу вам честно. Сейчас я вот как-то переросла, это какой-то такой новый этап. Мне так хочется, чтобы кто-то по моим техникам, по моим советам, по моим урокам сделал лучше, стал лучше, чем вчера. Меня это, ну вот как, не знаю, как какая-то энергия новая приходит ко мне и желание расти самой. Ксюш, как тебе вот этот вариант? Она уже видит, кстати, спереди взрыв такой. Она еще не улыбается, скоро будет улыбаться. Продолжаем. Продолжаем. Делим сам хвостик. Ну, наверное, на две части поделим. Ксюш, ты как думаешь? Ксюша уже профессиональный, в принципе, тут советчик. Я у Ксюши спрашиваю: Ксюша, ты когда вообще, вот люди интересуются, спрашивают у меня, когда ты будешь делать прически? А ну, рассказывай. Ксюша не признается. Но она мне делает хвостики, гофрирует все модели, локоны. И она просто не решается делать прически, да, Ксюша? Вот когда ты решишься? Это же прикольно. Надо настроиться. Но на сцену ты со мной выходила. Прически делать помогала. Ну, это просто ты боишься. Вот знаете, мне очень часто рассказывают мастера, которые только заканчивают курсы, что страшно делать за деньги. Вот у кого такое есть, поставьте плюсик в чат. Мне вообще страшно. Тебе? Это ты сказала или кто-то? Это понятно. А есть такие у нас сейчас слушатели, которым страшно? Очень красиво, хочется к вам на мастер-класс, но я сама из Беларуси. Чи буде мастер-класс в Львове? Плюсики ставят, было такое. Очень много плюсиков. Было, да, такое, что страшно? Что страшно за деньги, девочки, это абсолютно нормально. То есть вам нужно понимать, что страшно абсолютно всем. И мне тоже было страшно делать за деньги. Причем иногда бывает, и сейчас я это испытываю, когда не всегда ты уверен в своей работе. То есть нормально иногда сомневаться. То есть это не значит, что вы не профессионал. Но бывает в жизни разные состояния, то есть внутренняя вот эта уверенность, вот вам кто-то что-то скажет нехорошее, да, и ваш уровень вот уверенности, он может падать, и это на любом уровне профессионализма происходит. Так вот, вам нужно находить вот эти, знаете, кнопочки в себе. Я не знаю, там, для меня кнопочка это семья, это какая-то поддержка семьи, там какая-то вкусняшка, я не знаю, как Ксюша, это с детства, это только у меня такая, наверное, проблема. Меня вкусняшка, в принципе, может утешить. В общем, надо искать какие-то свои кнопки, друзья, там общение вот с друзьями многих, я знаю, вдохновляет, просмотр какого-то классного любимого фильма, какая-то прогулка, поездка куда-то. То есть вы для себя найдите вот то, что вас может вернуть, грубо говоря, к жизни, к такой, к уверенности в себе. Потому что это будет, это всегда есть и в любой профессии, в любой, в принципе,
профессиональной деятельности. А по поводу страха именно причесочников, страх это от того, что мало опыта. То есть чем больше вы будете делать то, что вы сейчас планируете сделать, тем больше уверенности у вас будет. Знаете, как мне страшно было выходить к вам в прямые эфиры первые разы, ну прям мне так казалось это страшно, ответственно. А сейчас, я в принципе абсолютно комфортно себя чувствую, потому что у меня это уже было. То есть это нормально, не бойтесь. С каждым разом этот страх будет становиться меньше, уверенности будет появляться больше. Ну и не давайте, конечно, своему окружению мешать вам добиваться ваших целей, потому что, знаете, вот я всю жизнь слышала по отношению к себе только у тебя это там не получится, никто мне не говорил, что у тебя это выйдет. Вот, ты молодец, ты так клево придумала. Я помню, когда я придумала вот это название бренда Dipri, тоже, смешно было со стороны. Это сейчас там Dipri, вот красиво вроде бы звучит, да, наверное, Ксюша? Тебе как, нравится Dipri? Нравится. Вот, а когда я придумала это слово, тоже так скептически восприняли. То есть все новое, всегда людьми есть всегда скептики. И всегда есть люди, которые скажут, что ты там неправильный, что ты плохо придумал. И могут даже надсмехаться над вашими мечтами. Так вот, не надо, может быть, рассказывать свои мечты. Я вот в какой-то период своей жизни я поняла, что, наверное, я не буду рассказывать, чтобы никто мне не сказал, что я этого не смогу сделать. И у меня получалось делать больше, скажем так, правильных шагов. Не все мои шаги, конечно, были правильными, много было шагов неправильных, но если бояться вот этих ошибок, то ничего добиться невозможно, потому что по статистике 80% неправильных шагов приводит к 20% там результата. Где-то, наверное, так. Я не сильна в этих цифрах. Пишет нам история. Бывает, сделаешь не очень, а клиент в восторге. Бывает, да. Была у меня клиентка, записалась на прическу, я 2 дня не спала, смотрела в YouTube только ваши прически. И получилось, клиентка ушла довольная, зато я не спала от нервов. Ой, как здорово! Так это же замечательно. Когда вы критично относитесь к своей работе, это очень хорошо. Это значит, вы видите свои недостатки, свои маленькие лажи, факапы и хотите их исправить. Намного хуже, когда наоборот происходит ситуация, когда клиенту не нравится, а вы считаете, что вы сделали очень круто. Такое тоже бывает и нередко. Пишут, меня муж всегда поддерживает в моих начинаниях, вы правы. Dipri это очень крутая идея. Спасибо. Мне тоже нравится Dipri. Я вот хочу фамилию такую взять. Мне что фамилия другая. Ксюш, ты как смотришь на то, чтобы фамилию я взяла Dipri? Ольга. Меня все равно дома все называют Dipri, иди за стол. Это смешно, конечно. Смотрите, прорабатываем вверх. Смотрите, как клево. Вообще, мне так нравится. Сейчас она будет смотреть на себя в зеркало. Это, конечно, не свадьба, да? Это такое стильное, трэшевое, немножечко игривое, скажем так. Ой, какая ты... Она уже улыбается. Ксюшек, показывай ее. Она уже... Можно показывать Наташу. Она уже довольная. И что я хочу вам сказать. Смотрите, как клево в профиль. То есть никогда никто не увидит, что это у вас там не хвост. Все будут думать, что вы их подняли снизу. Смотрите, как клево. Вообще, мне нравится. Я прям довольна. А сколько там хвостов? Мы обязательно сохраним, надеюсь, что все получится, да. Там один хвостик в самом верху, такой маленький нюанс. Теперь мы будем проплетать наши косички. Я отпускаю боковые части. Спрашивает, откуда пошло название Dipri, очень интересно, и что значит Dipri? Сейчас расскажу вам. Dipri – это мой бренд, и когда-то мне надо было, я разработала сайт dipri.com.ua, вот который сейчас у нас, на котором расписание вы можете увидеть. И мне надо было домен, имя сайту дать. Я очень люблю изучать все новое и изучила, что в принципе
домен должен быть коротким, удобным и легко читаемым. То есть легко я должна по телефону назвать его должны вбить правильными буквами в поисковую строку браузера и, в принципе, найти мой сайт. И у меня тогда были визитки, я тогда с визитками еще ходила, и там такое название мое было – дизайнер причесок. То есть я не парикмахер себя называла, а дизайнер причесок. И я пыталась, знаете, меня вдохновила Тина Кароль, нет, даже не Тина Кароль, а певица Каролина, которая как Ани Лорак, да. Вот я тогда думала, как она прикольно соединила имя Ани Лорак, да, Каролина. Перевернула. И меня это вдохновило, я тоже решила так попробовать. Ну, думала, как Олю перевернуть никак, а вот дизайнер причесок, и вот сочетала разные буквы, Дизприч, Диприч, и потом, Дипри. Как интересно, думаю, можно оставить. То есть, и я ни с кем тогда не советовалась, понимаете? Если бы я с кем-то советовалась, представьте тогда, и мне бы сказали, ой, что за бред, а могли вполне. Я это всем показывала, как будто это вот совершенно нормально. И люди так это и воспринимали. Поэтому я вам тоже советую, если вы там хотите развиваться в своей сфере, если вы хотите там открыть свой салон, свою школу, добиваться какого-то успеха, вообще в любой отрасли, не нужно это рассказывать другим людям. Просто идите, шагайте. И смотрите на тех, кто уже что-то добился, возможно, в этой же отрасли. Смотрите, я подготовила. Вот так вот и получилось Дипри. Ксюш, я ответила, я вот что-то... Вот, я из одной темы перехожу в другую. Небольшой начес. Что-то еще спрашивает? Только лайки ставят. Лайки. Здорово. Спасибо вам за сердечки, за лайки. Сказали, очень густой получается хвост. Да, вы видели, какой был тонюсенький в начале? Тонюсенький. То есть можно даже на таком не очень объемном волосе. Я вот сначала хотела накладные волосы использовать, а потом думаю, Ксюш, ну, наверное, накладные это вот скажут, что это все могут, что это легко, а вот на своих волосах создать какой-то клевый объем, это намного сложнее. И вот мы решили без накладных волос, в принципе, использовать только волосы Наташи и сделать такую прическу. Кто чего пишет, ты смеешься. Сохраните, пожалуйста, эфир, я сегодня поставлю. Да, конечно, там вначале очень интересно. Смотрите, и начинаем приглаживать, полировать. Я вот, кстати, себе этот ирокезик тоже делала. Так, вот точно так же. Себе легко. Знаете, я не понимаю мастеров, которые вот говорят, я визажист, но я себя не крашу. Или, например, я делаю прически, я себе не делаю. Ну, это странно звучит на самом деле, потому что в первую очередь вы должны научиться видеть себя. Как вы можете с помощью своих новых умений, своих новых навыков сделать себе какой-то прикольный образ, то есть читать, что вам идет, и тогда клиент вам будет доверять. То есть если вы визажист, клиент в первую очередь же посмотрит на то, какой у вас мейк. Вот, кстати, Наташа учится на визажиста. Вы видели, какой у нее крутой макияж? Я просто в восторге. Наташ, круто. Как тебя найти в Инстаграм? Сейчас я тебя пропиарю. Родная. Как это? Родная. Родная она в Инстаграм. Написала NMix, хорошо без накладных. Спасибо вам. Спасибо. Написала Нарин, что вы меня познакомили с Ицхаком Пинтусевичем. Да, я познакомила. Нарин. Ну, вы рассказали мне. Так узнали. Я поняла, да. Я была на мегатренинге Ицхака. Ну, он прям очень огненный, конечно, такой, его прет, да, так сказать. Танечка написала, для того, чтобы была гладкость прически, нужно проходить утюжком. Я вот сейчас, видели, проходила. То есть, иногда я прохожу. Если я вижу, что гладенький, я не хочу очень высоко, потому что форма лица у меня не позволяет. Я так, видели, чисто для отчетности сделала такой рисунок, чтобы Наташа... Пожалуйста, эфир.
Тебе нравится? Очень. Наташке нравится, все, Наташа. красотка. Наташа красотка. Покажите повседневную прическу на длинные волосы. Приезжайте в Америку. Ой, с удовольствием, с Америки мне Снова хотят тоже длинные часто волосы, пишут. хочу на Ксюш, лайм. покажи, чего делаю я. Смотрите, теперь я шпилечку снимаю и невидимкой фиксирую вот эту вот форму. И мы планируем по всему миру сделать и серию мастер-классов, и тур. Сейчас мы занимаемся вплотную онлайн-проектом dipri.online, где 25 уроков на первой ступени, 25 уроков на второй ступени с доступом на полгода, то есть абсолютно с нуля. Каждый может научиться делать прически. Я очень стараюсь, я вот уже договорилась с оператором, будет очень крутая съемка, там еще много уроков, я еще хочу снимать и еще хочу снимать. В общем, будет очень классно. И на разных языках мы планируем в первую очередь английский язык. Я сейчас буду изучать активно английский. Я немножечко, конечно, говорю, a little, но это очень странно, когда ты не уверен. Знаете, вот я английский учу всю жизнь, вот сколько я себя помню, я учу английский. И вот вроде бы как словарный запас у меня хороший, но вот этот страх заговорить, он есть. Вот это, я думаю, что это из той же отрасли, что и начинающие мастера, которые боятся делать за деньги. Оля, вы умница, успехов вам. У нас иногда спрашивают клиенты, вы сами себе стрижете? Вы знаете, я помню мастер-класс, еще у меня был другой администратор, Вика. У нас очень хорошие отношения, у меня вообще со всеми хорошие отношения, с кем я когда-либо работала. И вам рекомендую не портить отношения, потому что это самое главное. И тогда я вот стояла, делала себе прическу, и мне захотелось, я помню, в каком на шоке была, я сделала себе прическу, и мне захотелось там подрезать некоторые волоски на боковых частях. И я прям Вика говорю, давай сейчас я себя постригу, я так щух-щух, а она на меня смотрит и в таком шоке, недоумении. Конечно, но я же дипломированный мастер-парикмахер. Я вам скажу, мало того, я и окрашиваю себя сама, ну, то есть я и сына окрашивала, и сына стригла. То есть если вы это умеете делать, если вам это нравится, делайте, это же клево. Смотрите, сделаем ей такой прям жи. Просто огонь такой, взрыв. Кстати, вот клево на свидание, мне кажется, да, Ксюш? Если свадебную прическу на свидание, ну как-то неприлично, да? Смотрите, как клево. Ну вот вообще, мне так нравится. Я ее покручу. Смотри, Ксюш, в динамике. Ну вообще так стильно-стильно, еще с этими серьгами. Обалденно. Как ты так угадала с серьгами? Я вообще... Ты прям почувствовала, что их надо одеть, да? Вообще клево, мне очень нравится. И теперь мы прорабатываем боковые части. Спрашивает Оля, вы в Краснодаре были? Нет, в Краснодаре я еще не была. У меня был тур по Украине. Я была во Львове. Кстати, вот каждый прямой эфир зовут во Львов, да, Ксюш? Надо вот прям, мне так понравилось там, надо туда поехать. И дальше мы начинаем здесь чего-то проплетать. Солевой спрей наносим. Маша Шарапова написала, я с удовольствием смотрю ваши прямые эфиры. Спасибо, что вы с нами делитесь своим опытом, успехов. Ой, здорово, очень приятно. Смотрите, тут мы можем на самом деле разделить на две такие зоны и заплести два колоска. Ксюш, давай так сделаем. Я прям давно так плела такие плотные колоски. Смотрите, четкую делаем разделение четкое и проплетаем. Нижнюю прядь сейчас отколем и начинаем проплетать. Удобненько головку наклоняем. Да, тебе надо будет вот так помучиться немножко. Ты готова? Наносим солевой спрей. Видите, как после солевого спрея они такие гладенькие-гладенькие. Спрашивает, вы в России собираетесь приехать и приезжайте в Саратов? Спасибо за приглашение. Обязательно приеду. Мало того, у нас там такой план, но я не буду вам сейчас его рассказывать, чтобы все осуществилось. Смотрите, и делаю полностью пробор на всю зону, подхват такой.
вот это опущу, чтобы вам было видно, откуда я делаю подхват. Ксюш, видно, скажи мне? Подхват на всю глубину. Вообще полный экспромт, чтобы вы понимали, я первый раз вижу Наташу, и я до конца не знала, что я буду делать. Я вот вижу Наташу, и мне хочется заплести 2 косички, я плету 2 косички. И в принципе я вам скажу, что я вам очень рекомендую не повторяться на ваших клиентах. То есть делайте новые какие-то прически, какой-то новый поворот, новый декор. Продекорируйте ваш пучок каким-то плетением, каким-то жгутом. Это всегда будет по-новому выглядеть. Прядь туда, прядь сюда, уже иначе. Это очень красиво. Вы будете выделяться среди других мастеров. Борисова Ивановна написала: приезжайте в Минск. Спасибо большое за приглашение в Минск. Очень приятно. Смотрите, какая классная штучка получилась. Ксюша, тебе нравится? Хочешь такой себе? Я тебе сделаю тоже. Смотрите, какая классненькая. И чуть-чуть я хочу объема. Смотрите, можно натянуть, можно сделать ее тугой. И сразу ставлю невидимку. Она у меня такая тоненькая, тонюсенькая, поэтому... Ксюш, ты чего машешь головой? Смотрите, какая классная вообще. И их таких может быть много на самом деле. И давайте вторую так проплетем. А с другой стороны, наверное, не будем проплетать, чтобы не занимать много времени, да, в эфире. Ксюш, тебе еще к стоматологу опять. Тебе нравится просто туда ходить? Да. Солевой спрей наношу. То есть сейчас ни в коем случае не наносите лак. А то все склеится. А еще немножко наклони, Наташа. Ксюша написала: можно было также сделать 2 жгута вместо косичек. Да, совершенно верно. Вообще можно тут оставить, смотрите, вот я вам так покажу, а эту прямой. Хотите так сделаем? Смотрите, как клево. Или можно такую же проплести. Ну, такую же проплести тоже клево будет. Не пишет? У нас задержка, да, с эфиром? Похоже на жгутик, пока нет. Не пишет. Ну, тогда начинаю плести. Кстати, я когда-то, когда у меня были свадьбы, много свадеб в день, я себе вставала немного ранее и заплетала косы. То есть это совершенно реально делать себе. Можно То есть... не так пишет, давайте так оставим. Косички. Я уже стала плести. Так вот, я себе заплетала, девочки, это реально делать себе. То есть вот мне удивлялись, я когда вот после свадеб, там у меня 2-3 свадьбы, это же встаешь в 3-4 утра, Ксюша вот смотрит на меня в шоке. И потом, когда я хожу, там встречи у меня какие-то, меня спрашивают: а как же вы это, вам кто-то? Я говорю: нет, это я сама, это легко, главное, знаете, усердие. То есть, ну вот если усердия нет, конечно, руки вверх. Вот единственное, что неудобно, это когда вы держите руки вверх. Очень неудобно, неприятно, еще когда слабые руки, у меня, например, руки не очень сильные, вот у Ксюши бицепсы, трицепсы нормальные, да, Ксюшек, ты у нас накачанная. А у меня не очень сильные руки, у меня очень быстро устают, как-то надо подкачиваться. Кстати, для мастера-причесочника очень важно заниматься зарядкой, ну так же, как и для любого другого человека. Но для нас особенно важно, потому что когда вы стоите весь день на ногах, видите, я ж практически не двигаюсь, и самая главная штука, что происходит, это зажим в зоне шеи, то есть руки вверх поднимаются, и вот тут все зажимается. И вот тут, я не знаю, как Наташа, у тебя нет туда ну просто это самая главная штука. Вы можете сами себе там массировать или кого-то. Смотрите, вторая, как Ксюш, симпатично? Да. Прикольно. И они вот соединяются в одну точку, и я фиксирую ее на Тебе не больно? Ты мне говоришь, что такие невидимки мы купили не очень. Всем нравится. Смотрите, как клево. Стильно, гладкая такая боковая часть и вот эта зона. И теперь мы чего делаем? Мы вот эту проработаем, да, Ксюш? Закрывай глазки. Лак. Прочесываю. Ой, лайки. Здорово. Не видно? Смотрите, сначала на лицо, а потом поворот и от лица. Вот такую петличку. И, как я вчера показывала, на солевой спрей. Не подсматривай только, Наташа.
Смотрите, чтобы очень живая была. Чтобы она такая вот дышащая прям. Видите, как классно разошлось все. И теперь лак. Забрызгиваем сережки, да? О, смотрите, как спереди клево. Ну просто очень живая получается форма. Нет вот этой деланности, знаете, залитости лаком. Я вот этого очень не люблю. Спрашивают, перед утюжком вы солевым спреем проходите? Нет, это был лак. Вот эти прядушечки мы подкручиваем, которые кончики с косичек. И сейчас перейдем на вторую сторону. Ее мы сделаем гладенькой, чтобы времени много не занимать в эфире. Да, чтобы потом... Да, мне сверху так красиво. Мне тоже очень нравится. Давно я не делала такого ничего, то все свадьба уже надоело. Вам не надоедают свадебные прически? Кто из мастеров у нас тут в эфире свадебные делает? Поставьте плюсики, пожалуйста. Мне прям интересно. Один я маньяк сейчас такой свадебный или есть такие, кто на меня подписан? Ой, класс вообще, такая стиляшка. Вторая сторонка. Ставит плюсики кто-то? Есть свадебные мастера? Пока мне кажется, что задержка какая-то небольшая все-таки в Инстаграм есть. И все, видим плюсики от вас. О, вижу, что есть мастера, причесочники, свадебные стилисты. Девочки, вы не устаете от свадебных причесок? Не хочется вам иногда кайфануть и вот что-то такое трэш такое сделать? Напишите мне, вот мне интересно. Мне просто очень иногда хочется. Эту часть я увожу. Присматриваю сейчас новый утюжок. Какой формы лучше выбрать? У вас какой? У меня утюжок от Gamma. Не очень широкая нагревательная пластина. Вот смотрите. Где-то 2-2,5 сантиметров ширина. И широкий нагревательный элемент я не рекомендую, потому что вы в очень многих случаях не сможете добиться той формы, которая вам нужна. Я с этой стороны гладенько, чтобы время сэкономить нам. И перехожу. Ксюш, покажи вот сверху девчонкам, как. Вот смотрите, я хочу перекрыть. Помните, у нас там есть невидимки разные, крепежи. Я вот этой прядочкой перекрываю. И ныряю под хвост. Смотрите, прям сюда завожу. Видите? И фиксирую невидимкой. Даже двумя. Не больно тебе? Обязательно спрашивайте у своих девочек. Ой, такая клевая вообще, мне так нравится, да. И она улыбается. Что... Вот самый главный показатель, знаете, у клиентов ваших. Ой, простите, я там, наверное, тронула шум. Написали, а мне подарили аппарат для маникюра и педикюра, но научилась и тоже сама себе делаю. В эту субботу была невеста, которая хотела прическу. Якби я уже ходила 3 дня. Ходила с прической 3 дня, вот, да, пишет. И как зовут? Лена. Леночка пишет, что ходила с ее прической 3 дня. Здорово, вообще супер. Меня тоже часто пишут, что там 2-3 дня, у меня крылышки сразу вырастают. Вообще так приятно, когда... Написали очень красиво, стильно и молодец. Да. Попробуйте себе. Я вот вообще хочу серию сделать таких уроков прически на себе, потому что вот мало кто верит, что можно себе делать. Это легко. Ну как легко, немножечко сложнее, чем клиенту, из-за того, что руки вверх надо держать. Смотрите, чуть-чуть вперед сначала с округлением, а потом поворот и назад. Точно так же на руки и солевой спрей. Здорово. Обязательно попробую и вам покажу. Ой, показывайте мне свои хвостики, я буду только рада. Отмечайте меня, если будете отрабатывать по этому уроку, мне прям будет очень приятно. Ксюш, как там спереди? Симпатичненько?
Тут еще один хвостик у нас остался, который вот этот вот. О, здорово как. Вот этот хочу еще накрутить. И все. И может она убегать на рокерскую вечеринку, да? У меня вилочка упала, я руками. И смотрите, что в последнюю очередь я всегда делаю. Вот чтобы никогда у меня вот эти невидимки не были видны, я вам фокус покажу. Ныряю шпилькой в объем вот сюда и завожу за вот эти невидимки и фиксирую. То есть еще раз смотрите, вот виден какой-то каркас. Вы ныряете шпилькой в соседний объем, заводим, видно, Ксюшек? Да. И вот под невидимочки заводим эту шпильку. Никогда у вас их не будет видно. Они никогда у вас не промелькнут. Ксюш, поняла секрет? Да. Все, мы готовы. Смотрите, какая она стиляжная. Вообще классная. Ей нравится. Очень. Ей нравится. Это самое главное, чтобы вашим клиентам и вам было комфортно с вашими прическами. Со серьгами клево, да? Вообще клево. А можно тебя попросить встать? У нее есть сейчас очки солнцезащитные, я просила. Да, Ксюш, идем за ней. Идем за ней. И рокерская куртка. Ну, кожаная просто. Какие тебе больше нравятся? Давай, давай. Сейчас мы оденем и прямо увидим, как она в жизни, да, будет с кожаной курткой такой и с очками от солнца. Красивый, да? Да. Отлично. Чего пишет? Красиво, красота, спасибо, огонь, класс. Одевай очки, и прям вот мне хочется с очками увидеть, как вот прям в жизни, да, идет девушка по улице, вот такая. Вообще такая клевая, да? А покрутись. Смотрите, как классно. Такой он живой, то есть он на ветру будет развиваться. Абсолютно не видно, что там какие-то несколько хвостиков. Можно было бы еще какие-то жгутики, косички из самого хвоста повыпускать, тоже было бы очень клево. А мы с вами не прощаемся. Вам желаю красивых причесок и вот такого настроения.